Всем доброй ночи еще раз. Я продолжаю цикл таджикских ритуалов. И хочу вам сказать, чтобы вы для начала посмотрели ритуал Каярма. Для того, чтобы понять, кто мне отдал книгу теней, а точнее тетрадь с этими ритуалами своей прабабушки. Она не захотела называться, но сказала, что бабушку ее звали Гурда Фарид. Она была из северного Ирана. Она была целительница, так ее называли, ведьма. И те работы, которые она могла подарить людям для того, чтобы они для себя провели, эти работы я, скажем так, решила, что возможно и позволено дарить вам. Итак, этот ритуал называется нукча или баракаты рух, благословение духов или духа. Нукча. Вообще само по себе слово нукча означает, как бы сказать, лампада. Лампада духа или благословение духа. То есть лампада благословения, как угодно. Само по себе именно вот дословный перевод – это свеча или палочка, обмотанная там промасленной тряпкой, которую зажигали. Естественно, в древние времена не было свечей, не было спичек. Сегодня я показывала ритуал со спичками. Естественно, там в старинные времена применяли, то есть веточки маленькие зажигали и бросали в воду. Но поскольку появились спички, то, естественно, уже можно делать попроще. Времена меняются предметы, атрибуты становятся попроще и полегче в использовании, но классика остается классикой. Итак, нукча, лампада духа или благословение духа. Этот ритуал вообще имеет много разнообразия. Но хочу вам сказать, что он не такой уж известный, как, например, Каярма, да, исцеление. Этот ритуал не столь известен, и он хранился в семьях как определенное тайное знание, которое передавалось только своим. И потом, по истечению времени, некоторые версии этой работы, которые можно применить обычному человеку, потому что есть версии для практикующих людей. Еще с древних времен знали, что что-то можно провести ведьме, что-то можно дать провести человеку. В этом ритуале в основном имеет значение призыв благословения или призыв удачи в семью, в дом. Человек, предположим, строил дом для того, чтобы в доме была удача. Время от времени женщины рода проводили в этом доме, персы, а сейчас и таджики, они, как правило, живут большими семьями. И вот это вот очищение дома, начитывание дома, начитать на воина благословение, чтобы он вернулся живым и прочее, это все возлагалось на плечи женщины. Считалось, что женщина, она связана с миром потусторонним, и ее просьба слышится быстрее. И вот женщины проводили, они зажигали что-то наподобие свечей, то есть обмотанные, да, масляными, то есть пропитанные там тряпки обматывали вокруг палок, вокруг каких-то там, может быть, и ручных, там, рукодельных свечей и зажигали. Проходили по комнатам,
начитывали. Позже появилась другая версия, другой вариант. Звенеть монетами и начитывать это. Просить благополучия, денег в семью, имущество в семью. Вот таким вот образом. Значит, начитывали, звеня монетами. Потом открылись, не то что появились версии, просто открывались время от времени тайные версии, которые были не всем даны, постепенно открывались. То есть ведуньи показывали, говорили. Чаще всего для более таких серьезных работ приглашали ведунь. Оплачивали их труд, и они сами это проводили. Но если можно было что-то провести, просто именно призыв благословения, призыв денежной силы, энергии, там, благополучия в дом, то, естественно, проводили сами люди под руководством той же самой ведьмы, которая им объясняла, как это нужно делать. То есть перед началом какого-то определенной работы начитывалась нукча и призывалось благословение духов. Могли начитать в комнате, где человек лежал, да, человеку было нехорошо, и начитывали в этой комнате. Иногда зажигали бахур, если кто не знает, это тоже благовоние. Сейчас электрические делали, это гадость редкостная. Лучше покупать настоящий бахур, он более такой, знаете, и приятный запах, и он действительно очищает пространство. А это травит просто. На самом деле это ничего хорошего в этих электрических бахурах и прочей ерунде нет. Там много химии и много ненужного. Итак, поскольку мне нужно 2 действия сразу сделать, то я записываю с некоторых пор слова ритуала, а потом включаю. Так удобнее просто и объяснять, и как бы делать несколько действий. Я сразу, естественно, деньги, то есть монетами звенеть не буду, чтобы вы различали слова, которые там будут сказаны. Это один из вариантов нукча. Когда это можно провести? Время от времени в своем доме провести, приглашая туда светлый дух благополучия. Так и называется, светлый дух. Благословение этого духа, благодарность, обращение со словами «Кто может исцелить нашу душу, если не ты? Кто нас понимает лучше, чем если не ты?» И вот как вот там процветание виноградной лозы, процветание мира, так и пусть процветает наш дом и прочее, прочее. Итак, вот берете, нужно зажечь свечи, любые свечи. Здесь не имеет значения, здесь главный источник огня. Можете положить на алтарь золотые изделия, монеты, деньги. И вот позвякивая монетами читать, или читать после позвякивая монетами, чтобы вам удобнее было это делать. И так от 10 вообще в магии персов 10 это священная цифра. 10 раз, 20 раз округляются цифры, как правило. Я думаю, 10 раз достаточно. Время от времени просто вот таким образом призывать этот дух. И через короткое время, скажем, вы заметите, что у вас начнутся денежные вливания из разных источников. Если вы торговлей занимаетесь, можете на рабочем месте с утра в мешочке, вот так позвякивая монетами, да, в своем кабинете, начитать это и пойти заниматься делами. Весь день у вас будет полно клиентов. Вы приглашаете дух светлый, так называется, дух благословения. То есть то, что вы начинаете, вот построили дом, благословляйте этот дом все время, чтобы здесь создалась такая энергетическая вот субстанция, сила, куда притягивается удача. Вот открыли магазин, начитывайте. Вот купили машину, время от времени начитывайте, чтобы эта машина была была под оберегом, да, оберегалась силами. Ну, еще, чтобы эта машина только удачу вам приносила, и никаких других проблем и головной боли. Итак, начнем. Да, для близких, родных читать нельзя. Но если в доме будете читать для всей семьи, для вашего дома, то, естественно, дела у всех в вашей семье пойдут
Хорошо. Когда я объясняю женщинам, они иногда говорят, вот у меня сын зарабатывает, муж, я могу на них или вместо них читать. Нет. Есть работы, которые можно делать для них, попросить как мать, как жена, попросить у Вселенной для них помощи, да, и благословения. Это можете провести, но там указывается и объясняется. А так, если вы дома проводите, даже если вы домохозяйкой, вы не работаете нигде, но вы проводите для своей семьи, благословение будет идти через ваших родных, близких, все, кто работает в семье, кто чем занимается, у них будет хватать всегда работы. Ну, например, там кто-то таксует, кто-то работает там перевозками занимается, да, или у кого-то там кирпичный завод. Вот она сидит дома, они обеспечивают ее, и у нее нет нужды работать. Или у нее там домашняя работа, там своя работа какая-то. И она говорит, что у вас основной доход, ну вот муж, сын, там дочь и так далее. Как мне быть? Вы читаете. Читайте на клиентов, читайте на благосостояние, читайте денежные, читайте на удачу. И вы увидите, что ваши дети, ваш муж, ваши близкие, они станут более удачливы. Постоянно у них будут заказы, они постоянно будут зарабатывать хорошо. То есть от вас идет, вы же для семьи делаете, для дома. В доме делаете, вы начитываете из всех источников, которые вам приносили деньги, эти деньги к вам приходят. Понимаете меня почему? Итак, начнем. 10 раз, либо 20 раз, читая, позвякивая вот монетами или вот в мешочке. Можете оформить алтарь, как вам нравится. Можете вот разложить на алтарь золотые вещи. Можете просто монеты вот так в сундуке. Можете, сидя там, например, звенеть вот этими монетами, начитывать. Не обязательно на алтаре, просто дома. Приглашение. Этих версий Нукча очень много. И не всем они известны. Это, несмотря на то, что название знают, как провести, знает мало кто. Понимаете, это все-таки скрытые тайные знания. Поэтому вот эту версию, как раз, которая подходит для обычных людей, для призыва этой удачи в дом, я вам и дарю. Это вам, собственно, это вам и нужно. Эй, Рухи Равшан, Барнау, Паскист, Мегуфтом, Карими Курсос, Харкасе, Дарадба, Аджсу Ниоз, О Рухи Равшан, Харнау, Паскист, Мегуфтом, Карими Курсос, Бур Сарихар, Ангур, Пикшуят, Бахарчое, Эльфидиль Хоро, Кушуят Ба, Хорчос, Вазиндаги, Манпурас, Баракатаст, Насибамро, Насиб, Кун. Да, то самое имя Равшан означает добрый или светлый. Эй, Рухи Равшан, Барнау, Паскист, Мегуфтом, Карими Курсос, Харкасе, Дарадба, Аджсу Ниоз. О Рухи Равшан, Харнау, Паскист, Мегуфтом, Карими Курсос, Бур Сарихар, Ангур, Пикшуят, Бахарчое, Эльфидиль Хоро, Кушуят Ба, Хорчос, Вазиндаги, Манпурас, Баракатаст, Насибамро, Насиб, Кун. Эй, Рухи Равшан, Барнау, Паскист, Мегуфтом, Карими Курсос,
Харкасе, Дарадба, Аджсуниоз, Орухи Равшан, Харнау, Паскист, Мегуфтом, Карими Курсос, Бур Сарихар, Ангур, Пикшуят, Бахарчое, Эльфидиль Хоро, Кушуят Ба, Хорчос, Вазиндаги, Манпурас, Баракатаст, Насибамро, Насиб, Кун. Я думаю, что достаточно прочитано. Не обязательно 10 раз или 20. И вы поняли всю суть, как это проводится. Опять же, проводится в ночное время. Свечи, которые вы зажгли, вы можете использовать и в других ритуалах в том числе. Здесь откуп не нужен. Здесь откупом выступает энергия радости, которая от вас исходит каждый раз, когда вы получаете деньги. И чем чаще они вам дают эти деньги, чем больше вы радуетесь и питаетесь этой энергией, тем больше они вам дают и дают. Вы слышали, да, удача тянется к удаче, и деньги к деньгам. Это не просто так сказано. Человек радуется, и этой эмоцией, энергии радости и счастья питает те духи, которые дали ему вот эти блага. И, естественно, они все время, желая вот этих эмоций, вот этой подпитки, снова и снова дают человеку ту самую удачу и денежные вот вливания отовсюду. Всем удачи!